Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Что я вижу? Тут я вижу, у нас есть темпреслайд, есть хан, а значит что? Возможно, мне получится реализовать сборку, это 12 уровень, сделать 6 магов и 6 шаманов. Я очень надеюсь, что рандом мне позволит это сделать, потому что, зная свою удачу, мне как минимум преслайд придет, наверное, на раунде 35, если не меньше, даже если я буду иметь там 12 уровень, хотя это никак не влияет на шанс выпадения легендарной фигуры, хотя... Ну, как бонус могли бы для людей сделать уникальную такую возможность, чтобы легендарные фигуры на пару процентов выше падали. Но это было бы, наверное, слишком дисбалансно, как по мне. Хотя, кто знает. Не знаю. Со старта, как обычно, я беру гоб. Ничего себе. Не, ну я возьму одного тинкера. Сейчас у меня убийца возьмет монетку. И после этого я возьму по-любому резака. Так, эти предметы мне вообще на самом деле все не нужны, они бесполезны. Ну, хпшка еще более-менее мне полезна будет, а вот все остальное мне не особо будет полезно. Итак, нужен резак по-любому, по-любому нужен. Тут гадалки не ходи, он по-любому здесь нужен. Может у меня получится собрать его в двойку раннего, может тинкера в двойку соберу в раннего, будет вообще шикарно. То есть, пособираю вдвоек со старта гоблинов мехов, у меня будет идеальный старт. О, не, ну панда, да, ну и... Мне бы очень сильно хотелось взять этого шамана. Предметы мне... О, мана плюс 40. Мана плюс 40 мне надо. По-любому. По-любому надо. Тут гадалки не ходи. Надо. Ту-ту-ту-ту. Так, все предметы передал. В принципе, неплохо. Итак. В идеале, чтобы мне упал Клокверк. И в идеале, чтобы от панды мне сейчас пришла панда-шаман. Но зная свою удачу... Олбу мне постучат болтом на 28, а не шаман-панда. Так, а ну проверим, запись идет? Запись идет, отлично. Все шикарно. А неплохо так мне со старта пришло. Очень даже неплохо. Но в целом я буду играть через мехов-гоблинов, значит. Возьму сейчас вот так вот уровень. Продал, конечно, Клокверка, но в Клокверка я не верю как-то, понимаете? Клокверк для меня это какая-то, не супер идеальный персонаж. Он, ну, не знаю, я в нем от него, короче, от него я вижу мало пользы, поэтому я оставлю себе гоблина-убийцу. Может, он мне придет ранее сейчас в двоечку, и я забуду монетку. Ну, как бы может быть. А, понял. Баф гоблинов упал не на того, кого мне надо, и, скорее всего, сейчас откисну. Или не откисну. А, не, может и не откисну, отлично. Хотелось бы мне, конечно, чтобы Тинкер в двойку пришел. Начало, конечно, у меня шикарное было. 2 гоблина, 2 Тинкера, резачок, все дела. Сейчас, кстати, лишнего охотника уберу зверя, не буду... Ух ты! Ух ты! Ух ты! Вау! Так, ну я Разора поставлю. И смотрите, что мы будем сейчас делать. Я ставлю Разора, выигрываю раунд, то, естественно, покупаю котла. Не выигрываю раунд, продаю убийцу гоблина и покупаю котла. То есть, в любом случае, покупаю котла. Обалдеть, мне котел на 5-м раунде пришел. На 5-м раунде, обалдеть. Обычно мне на 20-м плюс приходит. Здесь есть какой-то подвох, я отвечаю. В этой катке по-любому есть какой-то подвох. Скорее всего, мне либо будут слишком бить лицо, либо не знаю. Ну тут, кстати... Не, ну, Марси... Ну, я задушил ее, отлично. Так, и котла покупаем быстренько. Опа! Сюда, в кабиночку. Ой, в кабиночку, в копилочку. Цветка это, конечно, хорошо. Но... Не. Не люблю, конечно, Клокверка. Вот прям... Короче, это... Ну, не знаю, я вижу от него минимальную пользу. Возможно, я слишком придираюсь. А что там, панда, может, придет уже, как бы 4-й раунд сейчас пройдет. Давай пандочка уже придет, а? Какой же у чела там хороший стол. Что у нежити, что у там, где с человеком играют, у него фура в двойку будет душить. Если бы у меня был резак в двойку, тогда он бы не душил меня так. А так будет, скорее всего, душить. Не очень приятный автохекс был.
Но я в любом случае здесь выиграю раунд. Отлично. Больше халявных роллов. Намного больше надо. А неплохо так усиление мне пришло. Я, скорее всего, сейчас заменю Разора. Поставлю гоблина-убийцу, перекину ему шмотки, чтобы он мог монетку забузить. Вот бы резачок мне еще в двойку пришел. И Тинкер в двойку. У меня был бы идеальный, почти идеальный стол со старта. Почти идеальный стол со старта. Не, ну тут по-любому какой-то есть подвох в этой игре. Отвечаю. Я, кстати, сейчас перекину в пиво ману. Сейчас объясню почему. Во-первых, это миссы. Во-вторых, есть поджог. То есть, смотрите, панда накидывает свое пиво. Первое, что мы получаем, это миссы. Второе, это массовый дебаф, там несколько клеток дебаф всего лишь. И если туда залетает какая-либо способность, то, естественно, там поджигают у них и наносит магический урон. Вот, если получится сейчас. Чпуньк. Оп, плюс 3 монетки сюда, в копилочку. Знаете, а все-таки неплохо то, что я буду играть через шаманов. Конечно, мне бы хотелось попробовать 12 уровень взять. Как бы котел не пришел. Но больше пока мне ничего особо не приходит. Хочу ли я пивную панду апать? На самом деле, не знаю. Вроде бы как бы и хочется, а вроде бы как бы не хочется. Сейчас взял уровень, у меня шанс на фиолетовую фигуру будет намного выше. Но стол у меня пока слабоват. Тут как бы к гадалке не ходи, но стол слабоват. Меня могут спокойно вынести. Там гритер есть. Кстати, гритер может меня снести. Элементарно ему сработают куча баши, и все, я буду сушить весла. Знаете, я сейчас понимаю то, что зря я Дискорд скипнул. Дискорд все-таки мог бы мне помочь хорошо. Ай-яй-яй, я неприятно присосался. Неприятный там еще и тренд. Чисто. Вроде бы... Вроде бы тащу. Как хорошо, что гоблин как надо сейчас заюзал свою способность. Да, тут я тащу. Хорошо. Отлично. Шикарно. Прекрасно. Замечательно. Может, мне пивная панда ранее придет в троечку? Хотя на самом деле пивная панда в троечку ранее это какая-то... О! Вот это заявочка. Вот это я понимаю буст. Вот это шикарный буст. Эту панду я обожаю. Очень импактовая панда. На 120% она импактовая. Возможно, мне кунг-фу панда придет, и я тогда смогу еще поставить волшебников, и у меня будет кунг-фу синергия со старта, а? Возьмем Мэнчу, может получится ее заабузить. Я опасаюсь вот этого человека с ником К. У него сильная синергия. Ну, конечно, если мой нормально накидает кирпичей, то будет все хорошо. Так, вот Гритер против меня. У него стол послабее должен быть, поэтому, скорее всего, я могу его... А, понял. Все, понял. Не души так сильно, пожалуйста. Я тебя услышал. Все, проигрывать так проигрывать. Ну да. Тут без шансов. Ну. Сколько ж тюрем сработало только что. Орк-жрец приходит. Как же я хочу раннего солнечного шамана. Боги, люди, друиды. Ну, это сильно, кстати. Пока он сильно поставил. У него из-за того, что есть Лина в двойку, он может душить, хорошо душить. Он эту лагуну будет закидывать нон-стопом. А под богами там будет минимальная КД и очень больно будет. Плюс у него физический урон из-за этого появляется. Я бы тоже не отказался от Лины в двойку. Лина в двойку со старта это хорошо. Вот бы мне Разор в двойку пришел со старта, было бы еще лучше. Так, что мне выпадет? Идеально, ну, чтобы упали, наверное, какие-то арканцы. Я не буду против, если упадут арканцы какие-то. Кстати, пивные панды продам, Марси пока оставлю. Мало ли. Так, цемочку мы возьмем.
Эти предметы мне не нужны. Ну, не скажу, что это идеальный предмет. Не скажу, но в принципе пойдет. В принципе пойдет, почему нет? В принципе пойдет. Так, ну я сейчас попадусь с этим челом, которого винстрик. Чувствую, что он мне пятую точку надерет по полной программе. Еще и фулл мир. Как вы Муэрту находите в двойку так рано? Объясните мне, пожалуйста. Я очень редко нахожу Муэрту в двойку. Алло. Вы гляньте, сколько он Не, но если бы у меня сейчас панда-шаман смогла накидать хорошенько кирпичей, то, скорее всего, бы я затащил. Но тут я не затащу. Чел столько насумунил только что пеньков. Не, тут без шанса было. Разор, отлично. Я, кстати, распродам всю эту синергию. Я выставлю уже фулл магов. Так вот сделаю. Кстати, можно и убийцы продать, поставить 2 разора. Как-то так, сделать расстановку. Тебе так, так. Чё так лагает? Не пойму почему, но последним временем почему-то так подлагивает неприятно. Вот в действительности неприятно подлагивает. Вот именно такие, знаете, микрофризы появляются. С чем связано, непонятно. А, понял, чел уже 4 шамана нашел. Окей. Ему... А ты не обалдел еще и провидца вызвать? То есть, я, когда играю на ранних шаманах, мне приходят какие-то ЦМки, а тебе провидец. Понял, принял, как бы осознал. Да. Это, конечно, было не... Наныл. Наныл разворот двойку. Отлично. Я ему сейчас предметы еще передам. Пусть со старта кастует сразу моментально. Отлично. Шикарно. Замечательно. Прекрасно. Но этот чел, конечно, опасен. Он еще и книжки собирает. У него винстрик. Будет тяжело против него катать. Если он соберет кучу книжек, то... Не знаю. Скорее всего... Ладно, я не буду загадывать. А, он опять ко мне пришел. Или я в этот раз тебя вынесу. Я тебя в этот раз вынесу! Души. Души его. Души как никогда не душил. Болею всем сердцем. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Отлично, не в разора. Я ни в капле был... Я ни капли не сомневался в себе, ребята. Ни капли. Вот ни грамма. Ни на 1 миллиметр я в себе не сомневался. Я знал, что я выиграю эту каточку. Ну, ребят, это просто скиллуха. Вы должны понять. Это скилл. В самом деле, мне очень нравится сбивать винстрики. Только, знаете, в чем минус? Он все равно сильный. Даже если я его сейчас вынес, не факт, что он не будет выносить других. Ну, тут, конечно, есть еще нежить, которая может ему элементарно, скажем так, обломать всю малину. Но пока неплохо. Пока мне нравится все. Ну, я думаю, кому бы это не нравилось, да? Вот когда вот так вот именно происходит все. Я не буду покупать волка, я его взял чисто из-за того, что книжки есть. Мне бы в идеале накопить 11 книжек, и было бы все шикарно. Сейчас расстановку, кстати, поменяем. Вот как-то так сделаем. Отлично. Можно было бы выйти из инкама и взять 7 уровень, повысить себе шанс на фиолетовые фигуры, но чё-то как-то я сомневаюсь. Неплохой там чел стол себе собрал. Эльфы, ведьмаки, все в двойках. Можно мне котел в двойку придет? Я так понимаю, он на 5-м раунде мне пришел, и все, это конечное было то, что он пришел. В остальном он вообще не придет ко мне, да? Ничего себе!
За один раунд мне пришла луна в двойку. Давно такого не было. Так, арканцы берем по-любому. По-любому берем арканцы. Теперь главное как-то правильно расстановочку сделать. Вот так, наверное. Я в котла отдам. И до этих ребят не достает арканцы. Может как-то... Наверное, как-то их в середину стоит поставить. Вот так вот, наверное, возьму шаманчика. Как же я хочу у него винстрики забрать. Но, скорее всего, я не смогу забрать у него винстрик. Что-то мне подсказывает, что не смогу я забрать у него винстрик. Короче, я как-то так сделаю сейчас расстановку. Смотрите, две пары арканцов сработают. Оп, и у них сразу почти фулл мана. Неприятно, конечно, мне в котла стан прилетел. Мой мейн-дамагер откис. Понял. Принял. Главное, чтобы нежить не забрала у того человека винстрик. Так, яйцо. Яйцо мне надо. Яйцо мне надо, поэтому возьму так. И уровень надо брать. Вроде бы сейчас вот так смотришь на мой стол и понимаешь, что неплохая у меня ситуация. Но в один прекрасный момент ты прекрасно понимаешь, что чел там уже на 9 эльфов играет через трента. И понимаешь, что у тебя есть проблема. Тут еще, кстати, есть еще один маг. А можно мне нефритовая панда уже в двойку придет, а? Знаете, была бы у меня эта панда в двойку, я был бы уверен на 120%, что у меня никаких проблем здесь не будет. А так как у меня она в единицу, у меня есть проблема. Плюс тут еще и гриттер, кстати, есть. Не, ну вот смотрите. Ни капли не жалеешь, что я взял две пары арканцов. Универсальный предмет, который очень хорошо душит. Сразу почти у всех твоих фигур со старта фулл мана. Вот это вот шикарно. Вот это вот приятно. Вот это вот круто. Так. Бассейне. Кстати, у меня ж есть... Ну, волк мне особо не нужен. Я его оставлю так, чисто для бафа людей в будущем. Оставлю пока кунгу и поставлю панду. Там у бассейне сильный стол. Еще солнечный шаман ему придет. И все. И торба. Благо он ко мне еще не скоро придет. Пришел бы он сейчас, он бы мне снес минус 20. Где-то так. Не знаю, может попробую как-то так расстановку пока что сделать. Чпуньк. Ну, такая панда это, конечно, хорошо. Это ни в коем случае неплохо. Но, можно мне нефритовый генерал придет? Панда-шаман в двоечку. Я хочу тебя в двоечку. Так, Супермин сбил бассейн винстрик. Понимаю. Это плохо. Он качает нежить. Он качает нежить. Но здесь игра будет не для нежити, я более чем уверен. Во-первых, здесь есть эльфы. Во-вторых, я собираю шаманов, поэтому я в любом случае успею ему отомстить. Будем душить эту нежить до талого. Жизни не дадим ему. Можно, кстати, знаете, как расстановку немножко поменять. Котла назад поставить, передать арканцы панду Штурм Спирит. Короче, в шторма передать арканцы и будет нормально, как по мне. Ну, эльфов я как бы сейчас не ощущаю. Говоришь, не ощущаю, да? Кстати, прикольная внешка на мортретку. На мгновение мне показалось, что он меня сейчас вынесет. Но это была небольшая минутная слабость. Марси, конечно, хорошо приходит. Есть легионка. И, кстати, можно попробовать все-таки сделать... О! Отлично. Прям по заказу. Так, это мы продадим, это мы вот так сделаем. Собаку надо выставить сюда. Пу-пу-пу-пу. Так, одного продадим, панду уберем. Лучше пусть у меня будет баф людей. Как-никак, я немного книг себе заобузю. Я бы вообще в целом эту пивную панду продал бы. У меня есть Шторм Спирит как минимум. Пойдет.
Разора я не буду собирать, он мне не нужен. Я хочу котла себе собрать. Хотя, на самом деле, Разор мне понадобится в будущем. Не сейчас, в будущем понадобится, поэтому я его куплю. Лина пришла, отлично. Так, это плюс 1 маг. Этих мы продадим, этих выставим. Хе. Я думал, что смогу выставить 6 магов, а оказалось нет, не смог. Знаете, почему не смог? Потому что у меня нет одного мага. Как только придет один маг, тогда да, я смогу выставить себе сборку такую. А когда... А пока его нет, там еще и нежить огромная становится, это проблема. Так, после жертв... Ну это все мне не надо, мне надо волшебное зеркало. Угу, понял. Спасибо. Спасибо, рандом. Ты очень мил. Можно было бы попробовать перековать сейчас все предметы, но я, если честно, не хочу. Я лучше возьму ману плюс 40 найду. Ну, колечко такое. Не айс, конечно, предмет. Не айс. Надо, кстати, поменять расстановку немного. Вот так вот сделаю. Потому что там же есть нежить. А нежить в прошлый раз вингой свапнула моего котла и застанила. Вот, а теперь Шторм Спирит еще застанила. Отлично. Ну и вот так вот тебе, дорогой ты мой. Ну чё? Ну чё? Ну как тебе там? Нормально? Я тоже считаю нормально. Наказание чисто тебе. На. Ну все, верночка. Только не скажи, что ты меня сейчас вынесешь. Котел, давай. Понял, принял. Спасибо, похавал. А вот... А вот докинул бы я сейчас меч, я бы вынес эту виверну. А так нет. А так нет. Как же это круто, да? Да. Это жестко. Сказать, что это не жестко, это, соответственно, ничего не сказать. Там в бассейне 6 орков сделали, 4 шамана. Ой. Я же говорю, какой-то подвох по-любому в этой игре будет. Вот пока что этот чел мне не нравится. На 6 орках и 4 шамана. А, он на Джаггере крутится, понял. Принял, осознал. Понял. Хана нашел, понял. На 9 уровне нашел Хана. Угу. Ну, мне грех жаловаться, мне Варлок пришел сейчас. Хотя на самом деле он мне не нужен. Я очень хочу себе немножечко другого персонажа. Я думаю, все прекрасно понимают, какого. Я очень хочу Empress Light. Очень хочу Empress Light. Без нее немного туго. Вообще, мне надо уже людей собирать. За эти пару роллов мне надо найти людей. Кстати, из Варлока я сейчас уберу предмет на ману плюс 40. Объясню почему. Варлок это чернокнижник. И, естественно, он там какую-то часть... Короче, какой-то процент хп он жертвует, чтобы восстановить себе ману. В общем, у меня 2 пары концов, и Варлок, он сразу будет кастовать свою способность. Вот смотрите. Одним шаманом пожертвую, лишь бы выйти в инкам. Смотрите, оп! Сразу фулл мана. Это из-за того, что у меня есть арканцы, и из-за того, что у меня есть Варлок. А так как он чернокнижник, он... А, ну тут все, тут невозможно уничтожить, это тренд. Тренд в тройку, не имба ни в коем случае, нет, ребят. Не-не-не, не имба этого патча. Вот зачем я выпустил ролик с тем, что тренд это имба, а? Вот зачем? Теперь каждый собирает против меня своего вот этого тренда. Хотя бы ЦМ ко мне пришла довольно-таки рано. Вот, кстати, сюда иди. Мне нужны люди. О, отлично. А что там по друиду? Ну, кунка в двойку, кстати, будет неплохо. Давай, мана плюс 40. Спасибо хотя бы не Некслотом. У меня сейчас все имеют много маны. Будет замечательно. Но у меня все сейчас кастовать будут со старта. Это хорошо.
Это хорошо. А, нефритовый генерал чуваку выпал, понял. Смотрите, что сейчас будет с моими фигурами. А, ну тут даже без фигур меня котел задул. Но сильно, у него сильно. Я же говорю, какой-то... Спасибо. Огромное спасибо, конечно, что вы так со старта пришли, милейшие. Огромнейшее спасибо вам. Правда, есть одно но. Знаете какое? Есть одно но. И звучит оно так. Мне не дух пятерка нужен. Мне прослать надо. Но не дух пятерка. Но это дефолтная ситуация, когда не приходит то, что тебе хочется. И то, что тебе нужно. Дефолт. Ну ладно. Мы и так затащим. Я более чем уверен. Никаких проблем у меня не будет. Мне главное, чтобы сейчас либо божественный отпечаток упал, либо же упал волшебное зеркало. Волшебное зеркало я даже сейчас не особо сильно хочу, хотя на самом деле я бы от него не отказался. Намного интереснее смотрится это божественный отпечаток. С божественным отпечатком будет все вот прям чики-бомбони. И, кстати, скорее всего, у меня не получится собрать 12 уровень. У меня ни хп нету, ни возможностей. Да у меня в целом ничего нету. Я, наверное, даже сейчас выставлю... Я бы мог взять шарбезный, но мне не нужен. А, ну, конечно. Один чит хорошо, два лучше. Понимаете вот эту вот логику? Ну, хекс, кстати, я возьму. А что там по котлу? Я что-то за него вообще забыл, за этого котла. Котел выйдет погулять сегодня или он наказан? Не понял этого момента. Где мой котел? Одного мага не хватает до 6 магов. Ну я ж панду продал, я ж гений, да? Нет, чтобы выставить мага, я продал панду. Ну, гениален. Гениален. Непризнанный гений. Запомните, делайте точно так же, как я. На самом деле нет, ребят, не делайте так. Конечно, Варлок это сильный персонаж, особенно против нежити. Как минимум, это огромное количество контроля со старта. То есть, когда падают эти метеориты, то там все. Это контроль. Плюс у меня есть Кунга, который контролит, но тут как бы есть Муэрта, который плевать абсолютно на все, и она меня вынесла. Ситуация неблагоприятная для меня. Я буду выставлять сейчас 4 шамана уже. Не хватает 2 книжек мне до 11 уровня. Сказать, что все плохо, это ровным счетом ничего не сказать. Кунга приходит. Лина приходит. Грангеральда мы берем. Мне нужен этот маг. А, у меня есть огонь. Поэтому мне особо не нужен. Может, двойку соберу. А, ну у меня есть, кстати, волшебники. Подожди, надо. Так, собаку продадим. Вот это вот мы поставим. Варлока я продам. Продам Варлока, и я понимаю, что это может быть критической ошибкой для меня. Я бы даже сказал огромной ошибкой. Надеюсь, конечно, что это не ошибка сейчас будет. Верю. Можно было бы и богов поставить. Эмперслайд перейти? Нет, конечно, нет. Я пока не буду шамана выставлять. Пока что. Я еще раунд потерплю, посмотрим, как оно будет. Каков будет результат. Вау! Ого! Ого, кто ко мне пришел? Молодой, горячий ко мне пришел. Ты глянь. Ну, тут есть Джаггер, поэтому плевать абсолютно. Джаггер меня на одном месте вертел со своими вот этими вот импресками со старта. Главное, что он мне не вынес сейчас все лицо. Вот это вот самое главное. Минус 10 еще как бы терпимо. Импресслайд мне пришла, обалдеть. Ну, как я уже говорил... Как я говорил уже ранее...
Вряд ли у меня получится собрать 12 уровень. Все слишком плохо у меня. И без преувеличения у меня слишком плохо все. Надо котла еще купить. 6 шаманов пока не могу выставить, у меня просто шамана нету. Не знаю, может побольше контроля поставить. Оставлю кунку ради контроля. Пока что оставлю кунку ради контроля. Пусть у меня будет шамана, который перевоплощается. Там слишком жесткая нежить. Тут еще и бог орк. Так, Эмбер, давай, души, 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 Эмбер, в троечку. Эмбер в троечку, души. Джаггер жесткий, конечно. Тут ничего не скажет, Джаггер жесткий. Успел пережить меня, ну ладно. Так, яичко в котла. Пум-пум-пум-пум. Хорошее усиление. Есть еще даже провидец. Я бы на самом деле даже провидца хотел бы себе взять. Одно яйцо я оставлю на Empress Light. Пусть у меня шаман пятерка будет сильной. Сильной и независимой. Надо как-то только расстановку правильно сделать. Иначе будет кривая расстановка и меня снесут. Снесут так, как никто никогда не сносил. Я же говорил, будет какой-то подвох в этой катке. А подвох таков. Скорее всего, либо же я откисну, но пускать руки я пока не буду. Шаман это такая тема, что если хорошие шаманы приходят со старта, то там сушите весла. Одного шамана я, наверное, заменю на Разора. Или нет. Или да. Или нет. Или да. Или да. Вот так как-то поставлю. Вот так. Надеюсь, это не ошибка. Чпумк. Ну, души, 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 души их! А давно, когда рыжий лис катится в своей форме и выйдет магический урон? Давно ли это так случилось? Напишите мне в комментариях, давно ли это происходит, что когда рыжий лис катится в своей форме, он и выйдет урон магический. Я что-то сейчас просто этого не понял. Каким образом он заэвейдил мне урон? Как так вышло? Он только что крутил. Короче, котел в ту сторону кастовал. В это время рыжий лис прожимает свою способность. И что делает? Верно. Он эвейдит магический урон. Этого я не понял. Как это произошло? Ладно, необъяснимо, но факт. Необъяснимо, но факт. Боже, какие там синергии. Вы посмотрите, сколько шаманов в катке. Один шаман, второй шаман, третий шаман. Четвертый бог орк обычно, но будет через шаманов, скорее всего. И нежить на топ-1. Кстати, там еще есть ведьмак-убийца. Ой-ой-ой. Это плохо. Это очень и очень плохо. Тяжелая игра. Хан это, конечно, круто. Ого. Ого. Не, ну, такое я одобряю. Такое я 100% одобряю. Ни грамма осуждения, 100% одобрения. Так, вот 6 шамана пока поставлю. Кстати, а где шаман-орк? Можно узнать? Я, кстати, возьму
рефрешер. Хотя на самом деле вместо рефрешера я мог какой-то другой шмот найти. Одни концы я скипну, может... Знаете, если бы я сейчас сказал вслух о том, что мне выпадет посох 5-го тира Аганим, это посох великого мага, вдруг кто не знает, то он ко мне не пришел. Знаете, вот эта фраза из фильма: если я скажу, что случится, то этого не случится. Вот так же самое сейчас было. Была возможность, некая вероятность, что оно бы мне не пришло. В идеале мне бы сейчас Божья благодать пришла, и выпал бы мне божественный отпечаток. Но это я уже как-то слишком многого хочу. Мне бы хотя бы, чтобы орк-шаман пришел ко мне. А то как-то, если заметили, орка-шамана у меня до сих пор нету. И надо расстановку поменять, потому что Джаггер меня слишком сильно крутит. Конечно, его сейчас вынес, но какой ценой? Ну я же на 2 секунды раньше вынес. На 2 секунды. Я чела на 2 секунды раньше вынес. На 2, не на 3, не на 10, не на 15, на 2 секунды раньше я тебя вынес. Каким образом? Каким образом? Они... Ой, короче, не люблю в этой игре один момент. Это то, что она просчитывает заранее. Вот только что был идеальный момент. Я мог ему... Ну, я мог его из катки выкинуть. Но из-за того, что игра закончилась после того, как я убил его через 2-3 секунды, ну, это уже, ну, все. О, вы гляньте, кто нарисовался. Молодой, горячий, спасибо, что вы пришли, вы очень вовремя. На 32-м раунде. Спасибо. Белиссимо. Знаете, что можно еще сделать? Можно убрать сейчас эту лину. Я в любом случае не смогу сделать себе. Или... Не, у меня, скорее всего, не получится взять 12 уровень. Как ни крути, как ни хоти. Был бы здесь Зевс, возможно, у меня бы получилось сделать 6 магов, 6 шаманов с 11 уровнем. Еще 4 бога докинуть. А ты не слишком жесткий там на Муэрте, челик? Откисай. Сколько тебе нанесу? Минус 9, спасибо. О, вот это мне нравится. Нежить должна быть наказана. На нежить играть нельзя. Нежить будет наказана. Сильный варлок. У меня, кстати, сейчас Бавгорнаш есть. Тотемчик посередине появляется. Убрать Лину, не убрать Лину. Вот этот нефритовый генерал, который сейчас стоит, он у меня первого уровня. Если придет ко мне тролль-шаман в двоечку, в троечку, то будет замечательно. Я еще живу надеждой, что у меня получится сделать 12 уровень. Хотя на самом деле вряд ли. Все такие недобитые лежат. Ой, лежат. Все такие недобитые. Вот посмотрите, сколько у всех хп. Один хороший раунд, и куча народа вылетает из игры. Куча народа вылетит из игры. Самый топчик с 22 хп сидит. Так, это убийца ко мне пришел. Убийца-ведьмак, это неприятно. Благо у меня Горн стоит. Он просто в Горн впилился и все. Не-н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 е. Да-да-да. Пока. Самого опасного для себя я уже выкинул с этой игры. Отлично. А что по усилению? Ну, Марс как бы неплохо. О! А это было хорошо. Это было замечательно. Так, все, мне Марс не нужен. Все, смотрите, у меня 6 шаманов, 4 бога. Ну, магов, конечно, не 6 штук, но... Почти красивый билд получается. Какая же там Муэрта жесткая. Сильная Муэрта там. Надо расстановку поменять немного. Как-то так сделать.
Мне главное, чтобы Цемка не умерла. Ой-ой-ой, нет. Больно. Не умри, не умри, не умри, не умри, не умри, не умри, не умри. Живи, Темпларка, я в тебя верю. Я в тебя так в жизни не верил, как сейчас. Еще и Варлок, отлично. Души, 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 души его, души, души. 2 хп. Надо расстановку поменять. Я только что проиграл чисто из-за расстановки. Суперминт на нежити сейчас жалуется, походу, о том, что он не смог на нежити поиграть. Да, что-то пишет там за шаманов. Да как вы могли? Я играю на нежити. Хочу на ней играть. Хочу выигрывать. А вы вот такие вот плохие берете и контрите меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ни капли не жалко. Ребят, в моем сердечке нет места жалости для таких вот людей, которые играют на нежити. Ни грамма жалости. Ни грамма. Сейчас самое главное, чтобы мне хорошие шаманы приходили. Будут приходить плохие шаманы. О, кстати, для ТЗС. Тоже неплохая шмотка для ТЗС. Сейчас один раунд. И либо это будет конечное для всех, либо не знаю. Вот, кстати, я возьму судебный жезл, и я сейчас буду шмотку какую-то переделывать. Взгляд АЗС я, наверное, все-таки отдам Петлу. Как-никак, у него в любом случае много мана-регена. Апгрейд нужен. Орк-шаман нужен двойку, как минимум. Леона я уже не успею собрать, хотя на самом деле, наверное, Леона стоило мне попробовать собрать двойку, хотя бы так импресска приходит. Импресску я возьму, чтобы им не пришла. И надо предметы скипнуть. Попробую БКБ найти. БКБ нет, но есть указание шторма. В принципе, это неплохая шмотка. Можно ее взять. Знаете, почему я ее взял? Во-первых, это плюс 40 мана. Это первый момент. Второй момент — это silence. Третий момент — это минус сопротивления в определенном радиусе. То есть, это не идеальная шмотка, и ни в коем случае не имбалансная шмотка. Она просто хорошая. Ух. Блин, это картинка. Это тот чел пришел, который в прошлый раз меня вынес. О, мы 1 на 1 остались. Ну что, дорогой мой, ну что? Сейчас мы с тобой сыграем. Сыграем с тобой в игру. 2 импресски. Но он импресску не собирает. Мне, в принципе, плевать, есть она, нету. Но вот это вот усиление... У меня тролль-шаман в единицу до сих пор. Ну, 12 уровень, конечно, не получилось. В самом деле, был бы у меня 12 уровень. Это первое. И был бы у меня... Кстати, я сейчас шаманов немножко поменяю местами. Если вдруг помните, то там чел только что прыгнул мне на моего котла, на лицо прям ему. Присел, так скажем. Мне надо это исправить. Все, отлично, ты там прыгнул, молодец. Оп. Давай. Как хорошо, что тебе Джаггер в двойку на 37-м раунде. Вот замечательно, я бы сказал бы. Даже так он мне может все равно... Не увидит. Почти ферзь. Почти вернул свою былую славу. Почти. Это было близко. Это было близко. Это было очень близко. Но катка была просто шикарная. Жаль, конечно, что у меня не получилось взять 12 уровень. В самом деле, пик моей мощи это 12 уровень, 6 магов, 6 шаманов, 4 бога и даже возможно бы, хотя вряд ли бы у меня получилось, но если был бы здесь Зевс, у меня точно бы получилось бы сделать 6 магов, 6 шаманов, 4 бога и фулгорн даже мне была возможность сделать. Вот была бы возможность такая, но чуть-чуть не повезло. Мне здесь добавить просто нечего. Вообще нечего. В самом деле, я думал, что раз мне котел пришел на 5-м раунде, то это попахивает, ну, проигрышем. Вот попахивает проигрышем, но оказалось, что нет. Попахивает победкой. Победкой попахивает. В общем,
Катка была потная, достойная. Я до конца не знал, что я выиграю. Но в этом и суть шаманов, по сути. Реально, по сути, это смысл шаманов. Неизвестно, что тебе придет от этих шаманов. Придут пассивочные... Ну, я уже много раз говорил, в чем минус шаманов, поэтому это лютый рандомайзер. Как-то так. Но это было круто. Это было реально очень круто. Мне очень понравилось, я получил кучу эмоций. Возможно, если бы чела был Джаггер в тройку, то он бы меня законтрил. Короче, всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий в поддержку моего ролика и канала, а также подписаться на мои каналы на YouTube и на Telegram. Telegram закреплен в комментариях. Всем удачи!